Про морковь все знают два факта. Первый. Она оранжевая, потому что голландские крестьяне вывели такой цвет в честь королевской династии Аранских, желая почтить дом, возглавивший борьбу за независимость страны. Второй. Она дает ночное зрение. Именно поэтому лучший британский летчик ас Второй мировой якобы сбивал немецкие бомбардировщики в кромешной темноте, поедая ее в невероятных количествах перед каждым вылетом. Оба факта пересказывают из поколения в поколение, в детских книжках, кулинарных программах и застольных разговорах, десятилетиями, а то и веками, с абсолютной уверенностью в их достоверности. И оба, если разобраться до конца, оказываются совсем не тем, чем кажутся на первый взгляд. Сегодня два отдельных расследования об одном и том же овоще, разделенных 3 столетиями. Одна и та же ложь, рассказанная дважды, с разницей в 200 с лишним лет, и оба раза с одной и той же неочевидной причиной. В этом канале я собираю именно такие исторические детективы, где привычные нам вещи скрывают двойное дно. Если вам нравится докапываться до реальных фактов, подпишитесь, чтобы не пропустить следующее расследование. А мы возвращаемся к моркови. Чтобы разобраться в обоих мифах, нужно сначала понять, с чего вообще начиналась история этого растения, задолго до Голландии и задолго до Второй мировой войны. Дикий предок моркови происходит из региона современного Афганистана и Ирана. Сначала растения культивируют ради ароматных семян, их используют в кулинарии и медицине. Корень тогда почти не в счет, в диком виде он тонкий, жесткий и малосъедобный, скорее похож на грубый корешок петрушки, чем на привычный нам сладкий овощ. На протяжении столетий после одомашнивания корнеплод существует в самых разных цветах – желтом, белом, а чаще всего фиолетовом. Цвет дает природный антоциановый пигмент, то же самое вещество, что окрашивает виноград и чернику. Персидские, а позже арабские садоводы веками культивируют именно фиолетовые и желтые сорта и распространяют их через торговые пути в Европу вместе с другими восточными пряностями. К XIV-XV векам морковь уже прочно закрепляется как обычный овощ огорода, не самый популярный, уступающий по статусу репе и капусте. Путь моркови в Европу шел не одним потоком, а несколькими волнами через разные ворота. Историки сельского хозяйства прослеживают ее появление на Пиренейском полуострове еще во времена арабского владычества в Андалусии, примерно к X-XII векам. Андалузский агроном Ибн аль-Авам в своем трактате о земледелии XII века уже описывает выращивание этого корнеплода наряду с другими огородными культурами, перенятыми у персидских и месопотамских садоводов через торговые пути халифата. Из мавританской Испании культура постепенно расходится дальше на север, во Францию, в германские земли. В европейских травниках и иллюминированных рукописях XIII-XIV веков уже встречаются рисунки фиолетовых и желтых корней с характерными резными листьями, задолго до первых письменных свидетельств про оранжевый вариант. Дикий предок этого растения, для сравнения, и сегодня встречается почти по всему северному полушарию как обычное придорожное растение. В англоязычных странах его называют поэтичным именем кружево королевы Анны. Его мелкие, жесткие, почти несъедобные белые корешки разительно не похожи на привычный нам сладкий оранжевый овощ. Но оранжевый цвет никто не изобретал в одну эпоху и в одной стране. Он существовал в природе задолго до Голландии. За характерный апельсиновый оттенок отвечает мутация, включающая накопление бета-каротина, одного из каротиноидных пигментов, широко распространенных в растительном мире. По данным современной генетики, она существовала в дикой популяции моркови задолго до Голландии, вероятно, еще во времена Римской империи, более чем за 1500 лет до предполагаемого момента патриотического выведения. Оранжевые корнеплоды время от времени появлялись среди преимущественно фиолетовых и желтых грядок на протяжении столетий. Их фиксируют отдельные ботанические иллюстрации и тексты задолго до нового времени. Но это оставалось редкой случайностью, спорадической мутацией, а не целенаправленно культивируемым и коммерчески распространяемым сортом. И вот здесь начинается первое расследование. Популярная легенда звучит так.
Идет 16-17 век, разгар 80-летней войны за независимость от испанской короны, один из самых кровопролитных конфликтов раннего нового времени в Европе. И голландские садоводы якобы намеренно и систематически выводят морковь оранжевого цвета в знак патриотической преданности дому Аранских, возглавлявшему борьбу за независимость страны, и лично Вильгельму Аранскому, человеку, которого называют «отцом голландской нации», и чей портрет по сей день украшает голландские учебники истории. История красивая и эмоционально убедительная. Она идеально ложится в нарратив национального единства вокруг символического цвета, ровно того типа историй, которые с готовностью пересказывают из поколения в поколение, потому что они превращают обычный овощ в акт скрытого гражданского сопротивления. У этой версии есть одна проблема. Прямого документального подтверждения нет. Ни один голландский садоводческий трактат того периода, ни один правительственный указ или общественное объявление не упоминает подобного намерения. А ведь для события такого символического, почти политического масштаба логично было бы ожидать хоть косвенного следа в переписке современников или в записях садоводческих гильдий, детально документировавших свою селекционную работу. Более того, масштабное исследование генома моркови, опубликованное в 2016 году в журнале Nature Genetics, ставит под сомнение саму хронологию мифа. Оранжевая окраска, как выясняется, существовала в популяции моркови за много веков до предполагаемого патриотического выведения. А само название рода Аранских, к слову, происходит вовсе не от цвета, а от небольшого княжества Оранж на юге современной Франции, доставшегося Вильгельму по наследству от бездетного кузена. Связь между династией и цветом изначально построена на случайном созвучии названий, а не на какой-либо смысловой или исторической связи. Работу над полной расшифровкой генома в 2016 году возглавила международная команда во главе с генетиком Филиппом Саймоном из Университета Висконсин-Мэдисон и Министерства сельского хозяйства США. Ученые из нескольких стран объединились ради одной цели – наконец разобраться в генетической истории одного из самых распространенных корнеплодов планеты. Собранный ими геном включает свыше 32 тысяч генов. Это впервые позволило проследить эволюцию моркови на уровне ДНК, а не по старым гравюрам и письменным упоминаниям. То есть легенду о голландских патриотах проверили не в пыльном архиве. Ее опровергло молекулярное свидетельство, буквально вшитое в само растение. Столярчик приводит и отдельный изобразительный довод. Оранжевые корнеплоды встречаются на европейских рисунках и гравюрах на протяжении почти 1000 лет. Они не появляются внезапно именно в голландских натюрмортах XVII века, как можно было бы ожидать, если бы сорт действительно изобрели заново ради политического жеста. То есть иконография тоже работает против версии о единовременном патриотическом акте, а не только генетика. Если для вас, как и для меня, стало открытием, что ответ прятался в геноме растения еще со времен Рима, поставьте лайк. Это сигнал, что такой уровень погружения вам интересен. Куратор специализированного мирового музея истории моркови Джон Столярчик изучал вопрос десятилетиями и собрал, вероятно, самую полную в мире коллекцию источников по истории этого растения. Он предлагает куда более прозаичную, но лучше подтвержденную версию событий. Голландские селекционеры XVI-XVII веков были одними из самых опытных садоводов и торговцев растениями в Европе того времени, благодаря голландской Ост-Индской компании, регулярно привозившей новые сорта и семена из Персии, Индии, стран Юго-Восточной Азии. К тому моменту у них уже была развитая система семенных бирж и садоводческих гильдий в таких городах, как Хорн и Энкхёйзен. И они действительно целенаправленно отбирали и скрещивали именно оранжевые экземпляры моркови, но по сугубо практическим, а не политическим соображениям. Оранжевые корнеплоды оказывались слаще на вкус, давали более однородный, привлекательный на вид урожай, лучше хранились зимой.
и заметно лучше переносили влажный голландский климат, чем капризные фиолетовые сорта, склонные к неравномерной окраске, горечи и растрескиванию на низинных, богатых влагой почвах. Улучшенный коммерчески успешный сорт распространяется по торговым путям Голландии и становится узнаваемым голландским экспортным товаром, поставляемым по всей Европе. И лишь много позже, уже в контексте растущего голландского национализма XVIII-XIX веков, оранжевый цвет самого популярного местного овоща естественным образом ассоциируется с уже существующим национальным цветом правящей династии, вместо того, чтобы быть специально выведенным ради этой цели с самого начала. У самого Джона Столярчика есть личная причина знать об этом больше кого бы то ни было. В 1996 году, еще до расцвета массового интернета, отставной юрист британской муниципальной службы основал онлайн-версию Мирового музея моркови, первого в своем роде виртуального музея, посвященного единственному овощу. Идея пришла после семейных поездок по чудаковатым тематическим музеям мира, от музея унитазных сидений до музея игральных карт. У моркови, в отличие почти от всего остального, тогда не было ни одного систематического архива. Собранные им голландские сорта имеют собственные задокументированные имена и куда более скромную, чем миф, скорость распространения. Короткий тупоконечный сорт получил название Scarlet Horn — Алый рог, в честь портового города Хорн, где его вывели, а более крупный вытянутый сорт назвали Long Orange — длинный оранжевый. За пределы Голландии эти сорта попадают не сразу. В английском посевном каталоге компании Curtis они появляются лишь в 1774 году, почти через 1,5 века после мнимого патриотического триумфа. А во французском справочнике садовода Вильмарена иллюстрация оранжевого корня всплывает еще позже, в 1885. Спустя еще век эти же голландские сорта становятся основными и в колониальной Виргинии, куда их завозят вместе с прочими европейскими овощными культурами. Практичный голландский овощ превращается в интернациональный сельскохозяйственный стандарт задолго до того, как кто-либо начинает рассказывать о нем патриотические легенды. Для события, которое будто бы должно было стать общенациональным символическим жестом, подобная скорость распространения выглядит на редкость неторопливой. Расследование второе начинается спустя почти 3,5 столетия, в самый разгар куда более масштабного и куда более смертоносного конфликта. Но психологический механизм, порождающий миф, окажется поразительно похожим, несмотря на всю разницу эпох, технологий и ставок. Сентябрь 1940 года. Битва за Британию. Германские бомбардировщики совершают массированные ночные налеты на британские города. А на пути к их отражению у королевских военно-воздушных сил появляется абсолютно секретное преимущество — бортовой радар воздушного перехвата. Он позволяет пилотам обнаруживать вражеские самолеты в кромешной темноте задолго до визуального контакта, то, чего прежде не мог сделать ни один истребитель мира. До этого момента ночной перехват оставался почти неразрешимой задачей. Наземные радарные станции могли лишь приблизительно навести истребитель в сторону цели, а финальное сближение и прицеливание оставалось полностью на глаз. В условиях полной темноты и затемнения городов результативные ночные победы были редкой удачей, а не системным успехом. 19 ноября 1940 года молодой летчик Джон Каннингем впервые в истории сбивает вражеский бомбардировщик именно с помощью этой технологии. Первая в мире воздушная победа, одержанная при помощи бортового радара. Военное командование сразу же осознает это как переломный технологический прорыв, требующий максимальной секретности. Каннингем в тот вылет поднимается в воздух на тяжелом двухмоторном ночном истребителе Bristol Viewfighter, приспособленном под громоздкое по тем временам радарное оборудование. В задней кабине рядом с ним работает сержант-оператор радара Джон Филлипсон. Он следит за размытым экраном осциллографа и голосом наводит пилота на цель, пока тот ведет машину практически вслепую, доверяясь исключительно приборам и чужим командам.
В ту ночь пара наводится на немецкий бомбардировщик Юнкерс Ju-88, шедший в сторону Бирмингема, одного из главных промышленных центров страны. Сбитый самолет становится первой в истории воздушной победой, одержанной полностью вслепую от начала до конца перехвата. Свою военную карьеру Каннингем в итоге завершит с 20 подтвержденными победами, 19 из которых будут одержаны именно ночью. Он пересядет с Бьюфайтера на более быстрый и маневренный «Москито», а большинство поздних побед одержит вместе с другим радар-оператором Джимми Ронсли. Последнюю, 20-ю победу он запишет на свой счет в январе 1944 года, сбив немецкий истребитель Мессершмитт МЭ-410 над Францией. Ни одна из этих побед, по его собственным более поздним признаниям, не имела никакого отношения к Маркове, только к многолетней отработке слаженной работы с оператором радара в темноте. Прежде чем перейти к тому, как государство превратило реальное техническое достижение в овощную легенду, важная деталь. Сама Германия к тому моменту уже примерно представляла, что у британцев может быть бортовой радар. Немецкая разведка была неплохо осведомлена о британских наземных радарных станциях, чьи высокие мачты попросту невозможно было скрыть вдоль побережья. У самих немцев к этому моменту уже есть собственные развитые радарные системы, станции раннего предупреждения Фрейя и прицельные радары наведения Вюрцбург. А сеть британских береговых станций слежения носит кодовое название Chain Home. Секретность операции была направлена не столько вовне на противника, сколько вовнутрь, на собственное гражданское население и, возможно, отчасти на журналистов, которым просто не полагалось знать военные детали до официального разрешения на публикацию. По данным Королевского музея авиации, Министерство авиации изначально даже не придумывало версию с морковью. Военные просто охотно подхватили идею Министерства продовольствия, которое как раз продвигало выращивание овощей в рамках отдельной программы. Это была не гениальная военная хитрость, а удачное совпадение. Два независимых государственных интереса слились в один удобный миф. Сама история с морковью не исчезает, и после того, как военная тайна вокруг радара официально снимается. Плакаты с доктором Морковкой и лозунгами «Копай ради победы» сегодня хранятся в фондах Имперского военного музея в Лондоне как признанный образец британской пропаганды военного времени. А миф про чудесное ночное зрение продолжает воспроизводиться в детских книгах и школьных программах разных стран, полностью пережив то секретное технологическое основание, ради прикрытия которого он изначально создавался. Британское министерство авиации и Министерство информации совместно запускают публичную кампанию, которая приписывает феноменальные ночные успехи Каннингема вовсе не секретной технологии, а его личной диете. Пилота, получившего прозвище «кошачьи глаза», в газетах описывают как человека с почти сверхъестественным зрением, развитым благодаря огромному количеству съедаемой моркови. Фотографии аса публикуются с почти супергеройскими подписями о его удивительных природных способностях. Компания идеально накладывается на уже существующую программу военного времени «Копай ради победы». Призыв к британцам выращивать собственные овощи на приусадебных участках, в парках и даже на бывших футбольных полях. Фон для нее – морская блокада со стороны Германии и острый продуктовый дефицит, вынуждавший власти все жестче нормировать мясо, масло и сахар. К 1943 году программа охватывает миллионы приусадебных участков по всей стране, от городских скверов до бывших теннисных кортов и территорий вокруг Тауэра в самом центре Лондона. Сама морковь становится одним из самых узнаваемых символов военного домашнего фронта. Ей посвящают отдельные кулинарные брошюры с рецептами морковного пирога, морковного мармелада и даже морковного мороженого, способ компенсировать острый дефицит сахара, ведь морковь и без того достаточно сладкая. Государственная пропаганда активно продвигает такие рецепты через радио и печать как патриотический вклад в общее дело военной экономии. Одним из главных лиц компании становится мультяшный персонаж доктор Морковка,
овощ в очках и цилиндре с портфелем, из которого выглядывает пачка с надписью про витамин А. Он регулярно появляется в газетных объявлениях и на плакатах Министерства продовольствия рядом с не менее узнаваемым персонажем по имени Картофельный Пит. Вместе они продвигают экономные военные рецепты для британских хозяек. У компании, впрочем, есть и куда менее возвышенная причина, чем забота о здоровье нации. Дело не только в дефиците импортных продуктов, но и в обратной проблеме – временном переизбытке моркови на складах. Урожай в отдельные военные годы, по оценкам историков продовольственной политики, превышал 100 тысяч тонн сверхтекущего спроса. Правительству попросту нужно было куда-то пристроить излишки, прежде чем они сгниют. После войны сам Каннингем в интервью прямо признавал, версия про морковь была придумана Министерством авиации именно для прикрытия факта, что британские самолеты летали с радаром. В тот период любое публичное упоминание радара категорически исключалось из прессы. По его собственным словам, было бы гораздо легче, если бы морковь действительно работала настолько хорошо, как об этом рассказывали. На практике его успехи были результатом долгой, выматывающей, кропотливой работы с новым сложным оборудованием и многочасовых тренировок в тесном взаимодействии с оператором радара в задней кабине самолета. А вовсе не диеты, о которой сам летчик, по его же словам, узнал из газет одновременно со всей остальной страной. У этого второго мифа, как и у истории с луковицами против чумы, разобранной в одном из предыдущих выпусков этой серии, есть своя крупица подлинной науки, вокруг которой и наросла легенда. Морковь действительно богата бета-каротином, из которого организм синтезирует витамин А. Этот витамин критически необходим для работы сетчатки глаза, в частности для восприятия света при слабой освещенности, потому что он участвует в образовании светочувствительного пигмента родопсина в клетках, отвечающих за зрение в сумерках. При настоящем выраженном дефиците витамина А у человека действительно развивается куриная слепота, заметное ухудшение зрения именно в сумерках и темноте. Врачи знают об этом еще с античных времен, задолго до открытия самого витамина. Само наблюдение, что определенная еда помогает при потере сумеречного зрения, известно человечеству отнюдь не с XX века. Египетский медицинский папирус Эберса, один из древнейших сохранившихся медицинских текстов, описывает состояние, при котором человек перестает видеть в темноте и рекомендует прикладывать к глазам сок из зажаренной печени. Древнегреческий врач Гиппократ независимо приходит к похожему выводу. Советует есть сырую печень при тех же жалобах. Полностью раскрыть механизм этой связи удается только в XX веке. Американский биохимик Джордж Уолт детально описывает, как производная витамина А, ретиналь, участвует в образовании родопсина и запускает саму реакцию восприятия света в темноте. За это открытие в 1967 году он получает Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Между народной практикой и научным объяснением механизма лежит таким образом не одно столетие, а несколько тысячелетий. Проблема мифа в том, что он путает необходимое условие с достаточным. Витамин А нужен для нормального зрения в определенной, физиологически обусловленной дозе. Но избыточное его потребление сверх этой нормы не улучшает зрение выше обычного здорового уровня, точно так же, как избыток бензина не заставит машину ехать быстрее, если бак и так полон. Организм человека попросту не умеет использовать сверхнормативный запас витамина для сверхспособностей, которых физиологически не существует. Чтобы хотя бы теоретически приблизиться к эффекту из пропаганды, летчику пришлось бы съедать по нескольку килограммов моркови ежедневно. Это не только неосуществимо физически, но и попросту небезопасно. Избыток каротина в таких количествах способен окрасить кожу в желтовато-оранжевый оттенок. Безобидное, но вполне заметное состояние, известное как каротинемия. Несмотря на генетическое опровержение 2016 года и собственное признание Каннингема, сделанное еще при его жизни, обе версии продолжают кочевать по учебникам, кулинарным сайтам и коротким видео в интернете почти без изменений. Отчасти потому, что ни одна научная статья или архивное интервью
физически не может конкурировать по охвату с красивой историей, которую несколько поколений подряд рассказывают детям за завтраком. Напишите в комментариях, а в какой из этих двух мифов про голландских королей или про британских пилотов вы сами верили дольше всего? Или, может, вам известны другие похожие овощные легенды? Человеческая память систематически предпочитает яркий сюжет скучной правде, и это нормально. Если сопоставить оба расследования рядом, проступает общая закономерность, разделенная 3 веками, но устроенная поразительно похоже. В обоих случаях есть реальная, прагматичная причина. Вкуснее и надежнее в продаже в одном случае, секретная военная технология, которую нельзя было публично объяснять, в другом. И в обоих случаях эта причина оказывается менее удобной для публичного нарратива, чем красивая история про преданность королю или про волшебный овощ, дающий суперспособности. Миф не был чистой выдумкой из ничего ни разу. В основе каждого лежит настоящий факт, реально существовавший оранжевый ген, реально существующий витамин А и его роль в зрении. Просто этот факт оказался обернут в куда более простую и эмоционально удобную историю. Она и передавалась дальше из поколения в поколение, полностью вытесняя менее эффектную, но более точную версию событий, потому что человеческая память систематически предпочитает яркий сюжет скучному, пусть и более честному объяснению. У этой закономерности есть понятное психологическое объяснение. Человеческий разум систематически отдает связности и эмоциональной завершенности истории больший вес, чем ее проверяемости. Если версия звучит цельно и удобно ложится в уже существующую картину мира, будь то гордость за родину или восхищение летчиком-героем, она вытесняет более скучную, но более точную альтернативу, даже когда доказательства обратного лежат в открытом доступе. Ни один из этих двух мифов не продержался бы так долго, предлагая он взамен только сухой факт без сюжета. У мифа про короля и у мифа про радар одинаково есть герой, есть препятствие и есть эффектная, легко пересказываемая разгадка, то есть все, чего обычно не хватает более скромной правде. В следующий раз, когда возьмете с грядки морковку, вспомните, у этого скромного корнеплода за плечами не одна, а сразу 2 отдельные, не связанные друг с другом легенды, придуманные с разницей в 3 века. И обе говорят больше о людях, которые их рассказывали, чем о самом растении. Растение прошло путь от персидских семян до символа целой нации дважды. Один раз случайно, через торговлю и вкус, и один раз намеренно, через государственную пропаганду военного времени. И оба раза правда оказалась куда скромнее и куда практичнее той истории, что в итоге прижилась в массовом сознании. А если хотите узнать историю растения, которое возникло благодаря случайному скрещиванию 2 видов с разных континентов, и в итоге стало кормить миллиарды людей, кликайте на видео, которое сейчас появилось на экране. Увидимся там.